Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видео по обновлению стройки Королевского Тигра. Напомню, стройку эту мы ведем совместно с Энди, канал Tactical Jackalope. Ссылка на его канал будет в углу видео. Ну и также хочу сразу сказать, что недавно у него вышла первая часть постройки, то, что он успел сделать. Обязательно заходите, смотрите, пишите комментарии. Ну а я, пожалуй, расскажу, что успел сделать я за прошедший период. Изменений относительно много по сравнению с первым разом. Во-первых, собрал все элементы башни, которые не мешают для будущего нанесения циммерита. Внутреннюю часть я выкрасил в цвет слоновая кость, краска Pacific F07. Но цвет такой достаточно сильно желтый, возможно, не знаю, буду его подкрашивать в более белый цвет. И там только где это видно, а может быть так и оставлю. Соответственно, что еще сделал? Сделал рабочий люк, не знаю, принципиально это никакого значения не имеет, потому что люк по плану у меня будет закрытым. Но здесь достаточно хорошая данная детализация, поэтому посчитал, что люк можно сделать и рабочим, учитывая, что это особо-то проблем никаких не составило. Также заменил поручень из пластика на тонкую проволоку, там где это посчитал целесообразным. Здесь еще не приклеено. По башне, пожалуй, все. Она готова к нанесению к циммериту. К следующему разу уже постараюсь нанести циммерит на башню полностью. И завершающие элементы приклеить. Да, кстати, забыл сказать, что собрал также задний люк. Тоже его не приклеил. Именно по причине того, что здесь будет циммерит и неудобно будет просто его наносить. И еще обработал орудие танка, основное, и маску орудия. Тоже приклеивать пока не стал. Причина все та же. Это будет мешать нанесению циммерита. Но, собственно говоря, как циммерит будет готов, как эти части, которые здесь будут закрываться, покрашены, дуло буду приклеивать. Собрал вторую часть гусениц, катков, склеил. Теперь оба комплекта готовы. Добил, так сказать, мучения с обработкой питателей, но в целом прошло все достаточно гладко. Единственное, что просто долго времени это заняло. Следующее, что я сделал, это проведена частичная работа по верхней части корпуса. Наклеил фототравленные детали, решетки на МТО. Также тоже здесь заменил поручни пластиковые на металлические. И тут уже в триплексе заклеил. Также было изготовлено самостоятельно дополнительная сетка на элементы, которые вот здесь будут устанавливаться. К сожалению, в наборе с фототравлением этих сеток не шло, пришлось изготавливать ее самостоятельно. Саму сеточку металлическую донора я вырезал вот из такой штуки. Это покупалось в Икее. Это крышка для того, чтобы не разбрызгивался жир на сковородку. Очень хорошее плетение и, в общем-то, стоит недорого, а хватит ее на большое количество моделей. Одну я уже сделал, предварительно выкрасил в черный цвет, чтобы потом не было непрокрасов, но вторую я сделаю к следующему разу. Также, да, еще вспомнил на башне. Вот этот бронеколпак для триплекса здесь приклеиваться не хотел, точнее,
высота его была слишком низкой, и он упирался в триплекс, поэтому пришлось нарастить где-то полмиллиметра, приклеив тонкие полоски пластика с двух сторон. Вот, также еще по башне, что вспомнил, у звезды в наборе дается два варианта на вот эту вентиляционную бронеколпак. Я же, соответственно, делал так, как на моем прототипе с номером 502. Фотографии тут будут периодически появляться, так что вот эту деталь тоже покажу. Также, основываясь на прототипе, звезда дает два варианта. Это вот эту крышку я поставил такую же, как, опять же, на прототипе на моем. И, по-моему, вот на этот триплекс пластиковая. На этот триплекс защита тоже дается в двух вариантах у звезды. Но, в общем-то, я выбрал именно ту. Спасибо Николаю Солошенко, который мне помог разобраться и подобрать именно нужные детали, так как возникли у меня некоторые трудности с определением, какие должны же все-таки стоять у меня на прототипе. В общем-то, он мне помог разобраться. Так, что было дальше сделано? Ну и как обещал, я начал нанесение циммерита. Попробовал я его наносить на самую, скажем так, незаметную часть для начала, это задняя часть танка. Сделал я это все в несколько этапов. Изначально у меня не было ничего здесь обвешено, то есть была просто задняя крышка, на которую я нанес шпаклевку с помощью специальных мастерсков от Tamiya, которые я показывал в прошлой части. Использовал в основном вот этот шпатель средний, ну и вот этот я тоже, по-моему, задействовал немного, но, в общем-то, здесь площадь небольшая, и поэтому удобнее пользоваться вот этим средним. Вот, затем я приклеил выхлопные трубы, крюки, ящик под домкрат и нанес грунтовку уже. И затем уже приклеил кожухи на выхлопные трубы, ну, чтобы уже там было все прокрашено. В принципе, это, наверное, все, что я успел сделать и то, что я хотел показать. К следующему разу, соответственно, по планам нанесения циммерита на боковые части корпуса, нанесение циммерита на башню, ну и, наверное, завершение основных работ по башне, и начну уже, ну и постараюсь, наверное, закончить работу с корпусом. То есть приклею все бортовые экраны, посмотрю, что там с шансом у прототипа, ну и покажу, что у меня получилось. Всем спасибо за просмотр, пока.